с удовольствием представляю историка Алексея Исаева. Алексей, добрый вечер. И сегодня у нас уж такое лицо войны. Уж такое лицо войны, действительно, без которого, конечно, обойтись очень трудно. Жуков. Вот даже можно просто сказать Жуков, и все понимают. Да, хотя Жуков у нас среди полководцев-флотоводцев был не один. Ну, наверное, да. Понятно. Ну, мы имеем в виду маршал Жуков, Георгий Константинович. У меня первый вопрос, Алексей, такой. Вот Жуков одна из самых изученных фигур. Ну, так можем сказать, да, то есть о нем кто только не писал, что только не писали. Уже, казалось бы, ничего нового о нем невозможно открыть. Вот вы, как человек, который занимаетесь, в том числе, его фигурой, совершаются еще какие-то открытия, появляются какие-то новые документы, появляется ли возможность для каких-то новых интерпретаций Жукова? Или можем сказать, что эта фигура изученная на все 100%? Нет, пожалуй, так сказать нельзя. И причина этого в том, что мало уделялось, на самом деле, внимания документам. И даже в 90-е годы, например, очень мало писалось о том, что Жуков, собственно говоря, делал под Ржевом. 42-й год. Да, 42-й год. Это и август, это и ноябрь-декабрь. Это идет такой обычно быстренько через это проскакивает. Это действительно были самые секретные операции, которые даже в закрытых справочниках не упоминались. Кроме того, мало доступны документы послевоенные, и относительно недавно стали доступны документы по Тоцку. Например, что, собственно, происходило под Тоцком, когда проводились учения с использованием ядерного оружия. Опять же, ядерщики сами открыли документы, и выяснилось, что именно там происходило. До этого были, так сказать, слухи и легенды. А командовал именно Жуков этим, да? Да, он был инициатором этих учений, потому что действительно наступала атомная эра, и нужно было это все опробовать в полной мере. Послевоенный период. Да, это послевоенный, да, период, это уже, я бы даже сказал, послесталинский период. И то же самое касается и, например, 44 года. Когда весна 44 года, бросок к советской границе, и политические цели начинают сталкиваться с военными. Когда Москва говорит одно, военная обстановка требует другого. Да, и появление доступа и открытие каких-то документов, оно позволяет по-другому смотреть на то, что именно делал Жуков. И, опять же, по-другому оценивать, что он написал. Знаете, я по ходу дела хочу задать вопрос. Он, наверное, сейчас, может быть, даже второстепенный, но тем не менее. А вот на примере Жукова, ну и, безусловно, других военных высшего ранга, насколько вообще в ходе войны и часто приходилось вот эту дилемму решать, политика или военное искусство, скажем так. Насколько им нужно было быть и политиками тоже, я бы так сказал. На самом деле не часто, поскольку все же политические задачи, они были актуальны в конце войны, они были в период, например, борьбы за Польшу, они были в период выхода границы. Но в общем и целом, чем ближе человек стоял к самому верху, тем больше он испытывал какого-то давления в том плане, что надо было учитывать мнение Верховного. Тогда получалось, что Жуков самый близко стоящий к верху. Жуков и Василевский, да. Жуков и Василевский, да. И это были люди, которые непосредственно взаимодействовали со Сталиным, плюс Антонов, которые вынуждены были выслушивать от него не всегда справедливые упреки и подчиняться или спорить с ним. Но говорят, что Жуков был чуть ли не единственный, кто смел довольно жестко возражать. Действительно так было? Нет, есть свидетельства, возражали другие. Другой вопрос, что не всегда для них это заканчивалось хорошо, да. Например, командующий войск Красной Армии, который, он проштрафился и был отправлен потом на Дальний Восток. Выскочила из головы. Хорошо, вот я еще один вопрос про политику хочу спросить. Вот известно, что после войны Жуков был в опале сначала у Сталина, который его обвинял в наполеоновских замашках. Потом примерно такая же история повторилась при Хрущеве хотя он был в середине 50-х годов. Да? Вот мне интересно, это только с Жуковым такое происходило? Или сталинское, хрущевское руководство подозревало всех прославленных маршалов? А если это происходило только с Жуковым, то почему именно с ним?
Естественно, не он один попадал под удар. Как известно, расстрелы были в 50-м году. И именно после войны был, например, арестован командующий войск Красной Армии Новиков. Другой вопрос, что к нему были вполне конкретные претензии, не только политические. Не-не-не, есть А.А. Новиков. Другой да, поэтому действительно к нему были серьезные претензии в плане подготовки ВВС и накопления запасов боеприпасов. Очень много разных претензий, но в том числе и политические. И он давал показания на Жукова. И, естественно, вот эта опала, которая возникла в 1946 году, это было, как ни странно, может быть, следствие статей в западной прессе, которые говорили о том, что вот Жуков – это вот самый победитель во Второй мировой войне, что его значение выходит практически на вровень со Сталиным. И есть обоснованная версия, естественно, в голову товарища Сталина не залезем, что вот эта опала, она была следствием не каких-то объективных недостатков Жукова, а ревность. При этом на него не смогли накопать того, что, опять же, его отстранить надолго. Хотели накопать? Да, на него копали все, что можно было, не только там принижение роли Сталина, но, тем не менее, во-первых, он был любим людьми, народом, то есть он в народе все же был одним из победителей. А вот, Алексей, как ваше ощущение, вот этот вообще вот имидж Жукова, тот, который существовал и в народе, и у руководства, он соответствовал реальности? Или это такой, ну, тогда этих слов никто не знал, пиар-продукт, скажем так? По моим впечатлениям, переоценивают его такую брутальность и харизматичность. Он, на самом деле, был очень человеком, может быть, хотя из простых, но интеллектуальным. Он очень много читал, он очень четко считал. Он, как говорится, голова суперкомпьютер Крей, который обсчитывает все, что происходит на фронте шириной в сотни километров. Вот он был в очень большой степени человеком интеллектуальным. Не держиморда, да? Не скалозуб. Не скалозуб. То есть, естественно, были люди харизматики, ярко выраженные. К числу харизматиков можно отнести, например, Конева, который в большей степени был харизматиком, чем интеллектуал. А вот Жуков, у него было равномерно. Он, с одной стороны, был человеком достаточно жестким и способным подчинять своей воле, с другой стороны, очень хорошо соображающим, причем в самых различных областях. И вооружение, и тактика, и какие-то инновации в сообразно с обстановкой. То есть, что делать в конкретной обстановке. Вот чтобы докрутить тему с опалой, вторая опала была уже при Хрущеве. Причем сначала Хрущев его вознес в президиум ЦК, да, то, что называется, практически аналог Политбюро, да. Потом, буквально там через 2 года, он его сверг с этого пьедестала. Вот. А мне просто интересно, а здесь был элемент ревности, учитывая, что за океаном в это время президентом был Дуайт Эйзенхауэр, главнокомандующий американскими войсками, союзными войсками в Западной Европе. Не было ли у Хрущева тоже задние мысли о том, что вот у нас же есть вот свой Эйзенхауэр, и нет ли у Жукова таких же поползновений в душе стать лидером Советского Союза? Тут было не лидерство Советского Союза, а своеволие. Известна фраза летом, сказанная в 1957 году Жуковым, который сказал: ни один танк не двинется без моего приказа. А, соответственно, партийные руководители из этого какой вывод сделали? Что Жуков, даже если ему скажут, он может подумать, выполнять приказ куда-то двигать танки или не выполнять. И вот это... И потом кто-то услышал и донес об этом, да? Нет, зачем? Это было произнесено с высокой трибуны. Да, и как бы Жуков это произнес абсолютно без задней мысли, а это услышали, и буквально через несколько месяцев по нему ударили. В том же году на него обрушился вот этот вот пленум. Опять же, на этом пленуме он себя показал как человек, которому выдвигают претензии. Он говорит: да, хорошо, давайте разбираться. Вот там вопрос с партийным руководством, там вопрос вот с этим. От него ждали покаяния. От него ждали, что он, так сказать, будет рвать на себе рубаху и говорить, что я предан коммунистической партии, я хороший парень, я вас всегда буду слушаться. А он начал говорить: вы выдвигаете претензии, давайте разберемся. И Хрущев от этого вообще, можно сказать, был в шоке и пытался даже пленум, пошедший по другому совершенно сценарию, разворачивать обратно в сторону наказания Жукова. И это обернулось вот этой второй опалой. То, что человек был, во-первых, не лизоблюд, а во-вторых, человек, который
чувствовал прежде всего военные аспекты, чем политические. Давайте, у нас так идет немножко все в разброс, я бы хотел, может быть, чуть-чуть структурировать нашу беседу. Первое, я бы хотел, может быть, чтобы нам ваше видение его карьеры, именно чисто военной. Вот мы перед эфиром с вами говорили на эту тему, да, что когда Жукова объявили гением, да, полководцем, то когда объявляют гением, то уже он гений родился уже гением, да. Вот он родился гением, гением, если мы согласны с этой оценкой, и где он себя проявлял, как он дорос до своих... Вообще рос он очень медленно. Да, и за счет чего, за счет каких побед? Унтер-офицер в Первую мировую, да. Но он все же из простых, и у него не было... 3 класса образования? Да, не было возможности, так сказать, сразу попасть, например, в прапорщики. А вообще, безусловно, он родился великим полководцем. Это то, что дается природой. Это нельзя воспитать ни в каких академиях, на самом деле. Если человек чувствует, это как Паганини в музыке. Вот Жуков был Паганини от военного дела. Когда это проявилось? На Холхенголе? Да, на Холхенголе, причем, вопреки распространенному мнению, это проявилось не в августе, когда он японцев окружал, а в июле, когда японцы ударили и были в 2 шагах от того, чтобы окружить Красную армию. И вот Жуков стал быстро очень реагировать на происходящее и реагировать правильно. Да, мы бросим танки сходу в атаку, но мы их бросим сейчас, а не через 2 часа. И результат будет сейчас. И вот эта результативность именно тогда заставила его заметить, и он... От комдива он первого героя получил, да, за Холхенгол? Да, он первого героя получил уже в августе за Холхенгол, но это был для него Тулон. Вот как у Наполеона был штурм Тулона, когда он сказал, мы его штурманем вот так, и у нас все получится. И у них все получилось. И то же самое было... То есть вы считаете, что это такая прирожденная гениальность, что он сказал, что танки надо бросать сейчас? Нет, он знал, какое решение принять, что решение надо принимать молниеносно. И вот это как раз тот качество, которое делает полководцев великими. Находить тонкую грань между подготовкой и риском. Я просто хотел здесь уточнить. То есть Холхенгол это было первое место действия, где его заметили. Всерьез заметили, да, именно после этого. До этого он был такой ординарный. Но я не скажу, что ординарный командир. Он был все же в инспекторате кавалерии в Москве, и вот именно тогда он увлекся чтением. Это самое начало 30-х годов. При этом злые языки приписывают, что Жуков учился за Буденного в академии. Там по датам это совпадает. То есть Буденный стал академием. Он не то, что не ходил. Это, в общем, процесс был организован, конечно же, немного по-другому. Но в 1932 году получает Буденный, так сказать, заканчивает Академию Фрунзе, а на следующий год Жуков уезжает из Москвы и назначается командиром кавалерийской дивизии. Причем имени Буденного. То есть такая небольшая ирония судьбы была. Но это, опять же, это к делу не подошьешь, это злые языки рассказывают, но тем не менее он вращался в высших сферах уже тогда, то есть он был... С начала 30-х примерно, да? Он был в начале 30-х достаточно близко к небожителям тогдашним, и его тогда знали. И когда понадобилось в далекую Монголию кого-то отправить, туда нужно было отправить человека, который не будет врать. Человека, которому можно доверить. И, естественно, выбрали человека, которого знали лично. И поэтому у него появилась возможность получить вот этот Тулон. То есть, может быть, в других обстоятельствах, если бы он не был в инспекторате кавалерии, он бы, например, прошел всю войну и стал бы результативным командармом. Но он не поднялся бы на такую высоту, которую... Он же там был не один, Жуков. На Холхенголе, да, он был не один. Естественно, были и те, кто стояли над ним, но вот его заметили. Точно так же замечали на Финском. Баграмян был над ним? Не, Баграмян был уже его подчиненным в Киевском округе, когда он стал... Это Баграмян тоже к Холхенголу имел отношение, от образования? Нет, это не Федюнинского, наверное, имеете в виду, который был его соратником. Алексей, вот не могу не спросить про репрессии. 2 части этого вопроса. Во-первых, когда наступил 1937-1938 год и разгром руководства Красной Армии, он уже был очень заметной фигурой. Да? Он был к этому моменту кто? Комдив?
Командовал кавалерийской дивизией. Да, комдивы почти все были уничтожены. Комдивы все же и они пострадали в меньшей степени, чем... Но, тем не менее, вопрос такой. Он из двух частей. Первое, вот как можно объяснить, что он уцелел, что это простое везение, или кто-то прикрыл его, или он был далеко в этот момент. И второе, насколько это расчистило ему дорогу, объективно, как очень многим расчистило дорогу министры, комиссары, когда были массовые репрессии. То есть, какую роль это сыграло в его судьбе? И вот еще такой вопрос. А вот вы сказали, что уже в начале 30-х годов он был близок к высшим чинам Красной Армии. Высшие чины были уничтожены. Тот же Буденный-то никуда не делся. Буденный, Тухачевский был уничтожен и другие. Вот для него это что было? Известно, он как-то отзывался, он рассказывал, что для него... Он потерял каких-то близких друзей, начальников, товарищей и так далее, и так далее. Жуков всегда крайне отрицательно высказывался о репрессиях. Причем высказывался в том числе в узком кругу, где его не могли услышать. Вот о репрессиях именно. Да, о репрессиях 37-го, 38-го. Он всегда резко отрицательно об этом высказывался. И тут его можно понять. Тот, кто был его командиром в 30-е годы, Рокоссовский, он попал под маховик репрессий, он вернулся, но тем не менее он ушел командиром корпуса и вернулся командиром корпуса, в то время как другие делали карьеру, я имею в виду Рокоссовский. А Жуков не пострадал в силу, скорее всего, течения обстоятельств. Опять же, он относился к тем, кого, опять же, знал Буденный. Буденный не пострадал. И это, возможно... Происхождение, может быть, еще такое простое, да? Тут простое, много было простого происхождения. То есть, старых офицеров все же их гнобили по делу «Весна» в начале 30-х. Поэтому это очищение, опять же, в кавычках, старого офицерского корпуса, оно произошло раньше. И к тому моменту, когда наступил 1937 год, было немало людей, как говорится, из простых, которые тоже попадали под этот удар. И Жуков этого избежал в силу стечения обстоятельств, опять же, принадлежности к каким-то определенным группировкам, которые уцелели в ходе этих репрессий. Одно можно сказать точно, что он не стучал, не доносил, то есть не найдены никакие документы, в которых он бы на кого-то писал какие-то доносы. Этого нету. Путь это ему расчистило, опять же, в кавычках, условно. То есть он действительно стал командиром корпуса, но на должности командира корпуса он задержался вплоть до 1939 года, когда пошел этот резкий взлет, когда он с комдива, то есть звание, в общем, не самое большое, был отправлен в Монголию, сразу стал комкором и очень быстро дорос до командующего в 1940 году уже Киевского военного округа. Самый большой, самый престижный военный округ из всех западных округов. То есть его поставили на весьма высокую должность именно по итогам Хлохенгола. Можем ли говорить, что именно Сталин его заметил, начиная с Хлохенгола, да, что он его двигал? Или все-таки его двигало армейское руководство? Армейское. Армейцы, да. То есть Сталин его заметил уже позже, опять же, по итогам и командования Киевским округом, и тому, что происходило в 1941 году, когда он стал начальником Генштаба. Назначение его начгенштаба, оно, собственно, было таким решением, скорее, сталинским. Причем Жуков первоначально возражал против этого. Я говорил, что я там для этого не очень подхожу, но, тем не менее, и даже его предложение, что давайте кого-нибудь другого, они были оставлены без внимания, он стал начальником. Когда вообще Сталин его заметил? А в 1940 году. То есть в 1940 году... На 1940 году он не знал, кто это такой. Он знал, естественно, но он был один из. Он был один из, не приближен. Да, не выделял, потому что много было... много было уровней командир дивизии, командир... А кто в 40-м определял? Буденный, Ворошилов, Шапошников, да? Кто были самые такие люди, которые определяли военную политику и военное строительство? Политику военной сферы. Да. Тимошенко. Да, опять же. Человек, который поднялся по итогам Финской. Опять же, когда мы говорим об стремительной карьере Жукова, тогда была традиция людей, которые показали себя хорошо на практическом поприще, двигать вперед. Потому что если мы возьмем Кирпонос, командующий Киевским округом перед войной, он был всего-навсего командиром дивизии в Финскую войну.
И вот те, кто хорошо себя показал на финской, их тоже начали активно двигать. Получается, что и Жуков также, да? То есть Халхин-Гол и сразу скачок вверх. Да, скачок вверх, потому что практика предыдущей войны показывала, что всегда приходится отбирать из армии мирного времени людей способных. И вот эти предвоенные конфликты, их постарались по максимуму использовать. Не всегда это было удачно. Иногда люди прыгали выше головы, особенно в авиации. А вот в случае Жукова действительно был Тулон, то есть он получил шанс себя проявить и проявил абсолютно полностью. Вот еще, чтобы не уходить далеко от Халхин-Гола, хочу вот о чем спросить. Как я понимаю, там впервые было такое опробовано комплексное взаимодействие современных видов вооружения. Да? То есть танки, бронетехника, авиация, какие-то там моточасти и так далее. Вот это сыграло свою роль? Вот именно опыт на поле, на земле, взаимодействие современных видов техники, маневрирования, планирования и так далее. Вот это учитывалось, когда продвигали Жукова? Безусловно. Современный боевой опыт. Да. Жуков, опять же, очень хорошо разбирался в том, как водить механизированные соединения. Не просто танки, потому что танки, это может быть какой-то батальон при дивизии, а именно крупные механизированные соединения, 1000 человек, и танки, мотопехота, моторизованная артиллерия. И Жуков всю войну хорошо соображал именно, как их водить в бой. И это, безусловно, хорошо для него сыграло. И я даже, так скажем, вот под Москвой Жуков отдергивал Рокоссовского. Имеется в виду, это московская оборона, да? Да, ноябрь 1941 года. Жуков отдергивает Рокоссовского, своего бывшего командира, говорит, что вы раздали бригады по дивизиям, у вас не будет своего резерва. И когда 16 ноября посыпалась оборона Панфиловской дивизии, она вынуждена была оставить позиции. Именно вот эти бригады, которые вывели из резерва, они спасли положение. А если бы они были розданы по дивизиям, если бы их там рассовали по танковым засадам, было очень плохо. А Жуков знал, что это надо держать, так сказать, в резерве в кулаке. И учил в том числе своего бывшего командира. Скажите, раз уж мы в 41-м, вот такая общая оценка лично ваша. Ну, не секрет, я думаю, что все обсуждают вот трагедию 41-го года. Да? Насколько велика вина, ответственность, не знаю, роль Жукова вот в том, что произошло в 41-м году? Ведь все-таки начальник Генштаба. Начальник Генштаба, но во многом он продолжал деятельность тех, кто был до него. И очень спорный вопрос, кто настрогал... Он с января был, да, начальником? Февраля. Полгода примерно. Да. Даже меньше до начала войны. Да, меньше полугода до начала войны, до, скажем так, принятия ключевых решений. И, например, спорный вопрос, кто формировал 30 механизированных корпусов? Таких, так сказать, 30 монстров, достаточно спорное решение. Исследования новейшие показывают, что это все же было решение не Жукова. Это решение было проработано до него, скорее всего, Мерецковым, потому что нет пока еще окончательной бумаги, в которой точно вот авторство. Пока это корни отслеживаются в 40-й год. Это придумали до Жукова, он это реализовывал. Что можно записать в минус Жукову, это проект с переделкой аэродромов. Есть бумаги, когда Жуков подписывал, да, мы будем строить бетонные взлетные полосы. Другой вопрос, что никто не думал в начале 1941 года, что через полгода мы будем воевать с немцами. И это большое заблуждение, что все вот-вот ждали. В начале года никто об этом еще не задумывался. Далее, в большей степени все же вина лежит на политическом руководстве, которое не нажало красную кнопку. Жуков предлагал, да, давайте двинем войска ближе к границе, давайте, так сказать, порох держать сухим-сухим, но не все его предложения, они нашли отклик. Он вообще видел весной 1941 года масштабное приготовление со стороны Германии? Разведка ему докладывала военная, что перебрасываются части, что скапливаются контингенты, перебрасывается техника. Он понимал, что готовится нападение, как военный? Дело в том, что разведка как раз-таки одной из проблем был промах разведки, который темпы наращивания немецких войск на восточных рубежах, тогда генерал-губернаторства, она недооценила. Поэтому, когда идет поток информации, вот плохо была в разведке поставлена аналитика. И вот это сыграло поистине роковую роль в 1941 году. Но надо сказать, что
Жуков все же какие-то меры он предлагал, и некоторые меры успели принять. И не будем забывать, что вечером 21 июня, именно благодаря его связям с Киевским округом, начали поднимать войска, пытаться что-то приводить в порядок. Ну, и не порядок, а готовность. Алексей, конечно, нельзя обойти вниманием и нельзя, так сказать, без обсуждения уйти из этой студии тех упреков, да, мягко говоря, которые звучат в адрес Жукова достаточно уже давно. Ну, во-первых, и вот здесь в связи с этим вообще такой вопрос, опять же, вот про имидж Жукова. Мне кажется, что вообще имидж Жукова, он как бы есть Жуков, а есть его имидж, да, который рождался, не рождался, когда он рождался. Вот гениальным полководцем он стал еще во время войны или уже после войны. Гениальным полководцем, я имею в виду, да, вот такой образ гениального полководца. И не по его действиям, а по тому его восприятию. Вот существует, например, многие фронтовики там писали, что его там звали, не знаю, было это прозвище или нет, что его звали Мясником. Это было такое прозвище у него или нет, да? Ну и так далее. Ну, в общем, понятно, я думаю, о чем. Он там забросал трупами. Это тоже существует такое мнение, значит, о Жукове. Вот как это все укладывается? Это что это? Что за всем этим стоит? Безусловно, он уже в течение войны вошел в пантеон великих. Он был такой сталинский кризис-менеджер, которого всегда бросали на самые опасные участки. И где что-то не ладилось, его выдергивали с одного фронта, отправляли там, где не ладилось. Ну, извините, я здесь вас перебью, но когда его бросили в Ленинград, я не могу сказать, что он там этот кризис разрешил. Что значит не разрешил? Я так скажу, что Ленинград немцы уже не собирались брать. Они собирались его только изолировать. Решение было принято в августе. Вызвано было неудачами на Ужском рубеже и прочее. Но когда смотришь, что делал Жуков в Ленинграде, он умудрился без снятия резервов, которые сидели на Московском шоссе и ждали удара вдоль Московского шоссе, купировать вот этот вот удар, обжимающий сентябрьский немецкий, который наносился, так сказать, уже под занавес. Но, тем не менее, если бы советская оборона посыпалась, то немцы бы забыли про свои планы только изолировать Ленинград и пошли бы, так сказать, танками на улицы города. Они не стали бы упускать такой шанс. И Жуков сумел этот кризис купировать без привлечения тех резервов, которые стояли и ждали генерального удара, который, может быть, мог бы последовать при других планах немецкого руководства. Поэтому вызов Жукова в Ленинград — это в немалой степени, конечно, ложный вызов. В принципе, можно было без него обойтись. Но, тем не менее, он показывает, что Жукова всегда бросали туда, где возникали проблемы и кризисы. И это происходило раз за разом. Весна 43-го года под Харьковом. Немцы отбивают Харьков. Кого отправляют разруливать ситуацию? Жукова. Немцы потом опять его отбили. Немцы отбили уже Харьков. И вот когда его отбили, восстанавливать фронт кого отправили? Жукова. 12 июля 43-го года. Контрудар... Нет, подождите-ка, а вот здесь такой вопрос. Хорошо, его посылают в кризис, потому что Сталин его считал, вот как вы сказали, кризисменом. Да. Означает ли он, что каждая эта его командировка успешна? Да. Конкретно под Харьковом фронт восстановили, удержали некие позиции. Неуспешные. Вот Ржевская операция, даже две Ржевские операции, где были гигантские потери. И, в общем, как-то уже, по-моему, даже самые ярые защитники Жукова не очень спорят с тем, что он был, так мягко говоря, не очень эффективен и под Ленинградом. Но, опять же, Ленинград это недолгая достаточно командировка. И, ладно, оставим Ленинград. Ржев это более актуально. Как раз таки Ржев это место, где Красная Армия летом 42 года, впервые летом успешно наступала, освобождала советскую территорию. Для войск Западного фронта приказ номер 227 звучал абсурдом. Что касается, почему там не добились успехов, почему там, как говорится, не порвали группу армий «Центр» в клочки. И еще почему такие огромные потери? Опять же, потери, если брать, я лично съездил, так сказать, в архив, посчитал безвозвратные потери за год под Ржевом, это 400 тысяч человек. Это оба фронта, Калининский и Западный. Это если взять Ржев, вокруг него нарисовать круг. Потери. Что значит? Это безвозвратные потери войск по их отчетному документу.
На Западном фронте хорошо очень считали потери, нормально, подсчет был очень точный, скрупулезный, нормально, хорошо считали, в отличие от многих других. Так вот, Ржев в 1942 году советская промышленность произвела пороха в 2 раза меньше, чем немецкая, тротила тоже примерно в 2 раза меньше, чем немецкая. В итоге под Ржевом на один советский тяжелый снаряд в обратную сторону прилетало 2-3 немецких. Немцы расстреливали под Ржевом по 1000 тонн боеприпасов в сутки. И за счет этого они там удержались. Опять же, является ли виной Жукова то, что ему приходилось стрелять одним снарядом, а обратно прилетало 2-3. Он опирался на ту экономику, которая была. При этом он умудрился продвинуться вперед, нанести неожиданный удар, заставить немцев повыдергивать резервы и не срезать Сухинический выступ. Если бы Жуков там не пошел наступать, у него был бы котел под Сухиничами. Он без этого котла обошелся. На Западном фронте потери были ниже, чем на юго-западном направлении. И в целом, несмотря на тяжелые позиционные бои, дела на западном направлении у Красной Армии шли на общем фоне лучше, чем на юго-западном. Ворошиловградская операция, когда отступали к Сталинграду, это больше потерь, чем под Ржевом. Это тяжелее. И Жукова, опять же, отправили разруливать ситуацию под Сталинград. Когда выдергивают из-под Ржева, его могли там оставить. И вполне возможно, что если бы его там оставили, Марс, операция уже осенне-зимняя, была более успешной. Но его отправляют под Сталинград, потому что там даже Василевский не справляется. И Жуков сумел добиться не поражения. То есть в 1941-1942 году к достижениям было не поражение. Вот как под Москвой сумели немцы избежать поражения, разгрома и потери Москвы, точно так же под Сталинградом сумели вывести ситуацию в положение устойчивого равновесия. После этого Жукова обратно отправляют, так сказать, на следующий опасный участок. И он это, на самом деле, сам лично это терпеть не мог. Он говорил, обычный командующий фронтом, у него есть, на самом деле, возможность в затишье отдохнуть, там, что называется, задуматься, так сказать, высоком и прочее. Да, перевести дух. А его постоянно с одного участка на другой, с одного на другой. И это его, в общем-то, не очень устраивало. Опять же, он бросил Ржев на Конева. В итоге Конев плацдарм на Вазозе не расширил. В итоге Жуков приезжает к ситуации, которую очень тяжело привести в нормальное состояние. Советская разведка немецкие резервы не заметила. Судоплатов может сколько угодно рассказывать сказки про то, как слили немцам операцию. Реально, это провал советской разведки, что не вскрыли немецкие резервы, которые вышли как айсберг из тумана. И стали неприятным сюрпризом для 2 фронтов, Калининского и Западного, которые проводили операцию «Марс». Операция «Марс» не удалась, и опять же, да, были тяжелые потери, ввиду того, что на группе армий «Центр» не было румын. Под Сталинградом румыны были. Через этих румын, опять же, по идее Жуков придумал немцев колоть через румын. Румын прокололи, раз окружили немецкую армию. А в группе армий «Центр» никаких румын, там везде сплошные немцы. И то, что смогли хоть чего-то сделать и добиться некого там, так сказать, объективного результата в лице снятия стружки с армии Модуля и сковывания резервов, это уже по меркам конца 1942 года это достижение. Это достижение реально. Потому что когда советская боеприпасная промышленность весь 1942 год находится на голодном пайке по всем направлениям, как говорится, тут очень сложно устраивать то, что вы устроили под Берлином, имея гораздо больше запасов боеприпасов. Хотя я помню, мы с вами даже делали про Еловские высоты. Да? Я помню еще ваше мнение, что вот опять же вы оспаривали, я бы так сказал, да, мнение. Да, что Еловские высоты... Еловские высоты это опять же такое месиво, провалы, устроенное Жуковым. Это легенда. Я ездил туда, я смотрел на Еловские высоты. И вот то, что видно на карте, оно там тоже прекрасно видно, что Еловские высоты на самом деле обошли. Ведь не было, вот, так сказать, кровавого стучания в эти высоты. На них были безвозвратные потери, порядка 4000 человек. Опять же, поскольку там не попадает там точно на отчет. Я всегда читал 300 тысяч. 300 тысяч – это общие потери за всю Берлинскую операцию 3 фронтов.
второго белорусского, первого белорусского Жукова и первого украинского Конева. Это 300 тысяч. А реально именно Зиеловские высоты 4 тысячи без возврата. То есть погибших, пропавших без вести. Еще вы мне ответили на вопрос. Прозвище было мясник или нет? Ни разу такого не встречал. Я встречал прозвища такие вида истребитель пехоты, но не в адрес Жукова. Я встречал, это, так сказать, проходит даже по документам. Это было 2 человека, такое прозвище имело. Это Конев, причем сам Жуков упомянул про это дело, и Коломиец. Такой человек, ТК Коломиец, это он под Севастополем воевал на 4-м Украинском фронте. Вот его чуть ли не в приказе обозвали истребителем пехоты. То есть это понятно, что это было, так сказать, в сердцах говорили, но тем не менее вот относительно Жукова это не говорили. И Жуков постоянно в приказах говорит: беречь людей. Беречь людей, а вот этот эпизод общеизвестный, когда он расстрелял этого водителя. Какого водителя? Жуков сам. Я разговаривал с дочерью Жукова, я ей задал вопрос о том, что... А вообще, как... Не. Она сослалась на воспоминания его начальника охраны, из которых следует, что Жуков с собой пистолета не носил, у него не было инструментов. Приговорил к расстрелу. Сам расстрелял. Вот как раз-таки у командующего фронта было меньше возможностей, чем у командира на поле боя. Командующий фронтом был зажат в определенные рамки, он мог отдавать под трибунал. Да, есть эпизоды, когда 2 командиров отдали под трибунал, их судьба была печальной в том плане, что расстреляли, а вот командира стрелковой дивизии в армии Ефремова, его вывезли из-под Вязьмы, судили, поставили на стрелковую бригаду, и он дожил до конца войны. Здесь кто-то написал нам, я сейчас не найду эту смс-ку, что чуть ли про этот эпизод с водителем чуть ли не сам описывал Жуков. Не. Водитель, чтобы... Водитель, который ему понадобилась машина Жукову, а водитель тем временем по приказу другого офицера кому-то там ее отдал, эту машину, или куда-то там поехал. Нет, такие легенды рассказывают про всех, даже про Малиновского. Уж на что был человек такой политкорректный, тихий. Но я говорю, что вот эти вот рассказы про страшные людей, которые стреляют направо-налево, это все же не уровень командующего фронтом. Да, мог командир дивизии отступающих, да, мог кого-то застрелить из личного оружия, но командующий фронтом, он не такое. Там не обязательно лично, может быть, просто отправил на расстрел. Не, обычно это все проводилось через соответствующие органы, и не всегда это заканчивалось плохо. То есть есть прецеденты, когда, да, заканчивалось плохо. Но, опять же, это война. Закончилось плохо. Ну как, а если нет, и опять же, если его прогнали через трибунал, если действительно у него нашли, так сказать, это все же военная прокуратура, она расследует, исходя из текущего законодательства. За то, что он был командующий, за то, что машину не подали, не подали, это ерунда. Во-первых, для того, чтобы не подали, это надо было очень круто облажаться. То есть всегда такого уровня вещи, это все же фронт, это сотни тысяч человек. Всегда есть запасные варианты, всегда есть там, что называется, машина под парами запасная. Все всегда делать, тем более есть воспоминания водителя самого Жукова, Бучина, который потом, вот он дожил до 2000-х годов, он в фильме даже сказал, Жуков был отличный мужик. То есть вот его личные впечатления были от него очень хорошие. То есть Жуков, он мог накричать, но он прямо, ему как-то задали вопрос, если не ошибаюсь, чуть ли не Громыко. А вот про вас есть рассказы о том, что вы вот так кричали матом, он говорит, когда речь идет о судьбах десятков тысяч человек и судьбе операций, некогда выбирать выражения. Это было, так сказать, в приватной беседе. Да, может быть, кто-то выбирал выражение, но это не означает, что, так сказать, в армии это все же не консерватория и не симфонический оркестр. Там люди достаточно жесткие сами по себе. Упрекать в том, что он там матом кого-то послал, смешно. Когда читаешь расшифровки разговора Жукова с командармами, он выволочки им регулярно говорит, вы что, не видите, что вот надо наступать вот по этому оврагу, что вы в лоб долбите деревню? Вот если бы Жуков был человеком менее интеллектуальным, он мог написать свои воспоминания, мои подчиненные, какие ослами были мои подчиненные, потому что он постоянно им, делал выволочки. Но, тем не менее, он очень аккуратно написал в воспоминаниях, он никого не устраивал, никому, так сказать, разносов вот, на страницах мемуаров.
Хотя многие другие устраивали. Хотя, раз уж вспомнили про мемуары, все-таки ваше отношение вот к этой странной истории, к этим 13, если я не ошибаюсь, изданиям, часть из которых вышла после его смерти. Нет, есть рукописи с правками, с изменениями. Да, его рукописи, они хранятся в российском государстве. Он писал их или все-таки это институт военной истории? Нет, он писал от руки, причем написал, он на самом деле, его мемуары написаны очень тонко и хитро. Он написано то, что он написал. Он от руки писал. Да, не, ну, опять же, существовали рукописи, которые обрабатывали, в том числе литературно, потому что с точки зрения литературности они написаны не всегда красиво. Их, естественно, редактировали, приводили там в порядок, что называется, порядок слов, предложений и прочее, прочее. Но, тем не менее, то, что издавалось на основе... Почему столько изменений было с каждым изданием? Потому что, опять же, что-то от него требовали поменять. Кто посмел вообще менять его воспоминания после его смерти? Не, остаются рукописи. И когда есть эти рукописи, из них уже старались, так сказать, разобраться, какой вариант, после какого следовало, что чего. Знаете, какой там казус есть, да? Что там есть цитаты из газеты «Правда». Более позднее. Это, говорю, запросто уже это мог быть креатив редактора, который поставил там не ту ссылку. Но, тем не менее, желающие убедиться в том, что Жуков написал, это Российский государственный военный архив. Там они от руки написаны. В какой степени мемуары Жукова были подвержены самоцензуре? Как много он вынужден был просто сам для себя закрыть каких-то тем и так далее? И это вопрос связан с другим, о его отношениях со Сталиным. То есть в какой степени он мог противоречить Сталину, в какой степени Сталин своими указаниями наносил ущерб чисто военным задачам, чисто военному делу. Там история с Киевом, 7 ноября и так далее, и так далее. В какой степени политическое руководство вступало в противоречие с ним как с профессионалом? Что касается мемуаров, Жуков, естественно, вынужден, опять же, был под давлением цензуры сам себя запрещать что-то говорить. Например, он мало пишет про Ржев. То есть, можно сказать, там нет описания, к сожалению, большому сожалению. Почему? Ну как? Потому что он знал, что это не пройдет. Если это не прошло в секретном 4-томнике операции советских вооруженных сил, то о каком, так сказать, мемуарах может идти речь, которые издаются, так сказать, огромными тиражами. Что касается... Не прошло, потому что все-таки Ржев, что считали слишком большие потери? Нет, он считался такой неудачей неприятной, что вот мы не победили. Вот это на самом деле, мне кажется, было во многом... Мало ли не победили. Нет, это все же было такое вот, неприятное. На подступах к Москве, ключевое направление. Вот было две вещи. Там все-таки, мне кажется, вы сказали, назвали 400 тысяч, да? Да, 400 тысяч, это, как говорится, мои подсчеты по ведомостям фронтов. Откуда взялись там цифры? 1,5 миллиона? 800 я встречал цифру. Но, опять же, это подсчеты иной раз ведутся, что вот, у нас погибло больше. И вот давайте нашему городу там, так сказать, больше почета и уважения. Это, на мой взгляд, неправильно. Опять же, вот был Ржев у нас большой тайной, были операции на западном направлении зимой 43-44 годов. Это было две самых больших тайны советской историографии. Да, так вот, возвращаясь все же к политике и войне. Здесь два эпизода, которые показывают, в общем-то, и эволюцию Жукова, и его отношение ко всему этому. Весна 44 года. Товарищ Сталин говорит: вы написали план операции, но мы его вам меняем, и вы пойдете за Днестр, границы Советского Союза. Так сказать, союзники скоро высадятся в Нормандии, вот хорошо бы нам выйти к границам Советского Союза. Отправляют танковую армию Катукова, выходят границы, все хорошо, все отлично. Но за спиной этой армии немецкая окруженная первая танковая армия Хуба вырывается из котла. Если бы оставили первоначальный план Жукова, ее бы заперли и разгромили. А так она, побросав технику, сжигая автомобили, но она вырвалась. Это был такой неприятный эпизод, так сказать, несколько смазавший успех, большой успех реально зимы 43-44 годов, там, где руководил Жуков. Там вышли границы, наколотили много немецких танков, все было хорошо, но вот это был такой неприятный эпизод. А вот следующий эпизод – Берлин.
когда Жукову прямым текстом говорят: дорогой товарищ, берете танковую армию и отправляете их делегации для встречи с союзником на Эльбу. Не надо их использовать, так сказать, для обхода, там, охват, чего там напридумали про Берлин, забудьте. Делегация для встречи с союзниками. 2 танковые армии, такие дорогостоящий инструмент мы используем для того, чтобы показать союзникам, что дальше Эльбы ходить не надо. Жуков на эти указания прямые, недвусмысленные, наплевал. И написал план, который, так сказать, ну, можно сказать, был утвержден в варианте открытого приказа. И когда выяснилось, что Жуков наплевал на прямые недвусмысленные указания Иосифа Виссарионовича, был большой скандал. Жуков использовал танковые армии так, как он хотел, окружил Берлин, отрезал от него немецкие резервы, за счет этого Берлин взяли за 10 дней, но это был плевок в лицо Сталину. И вот то, что произошло после войны, это не в малой степени Сталина стимулировало его, так сказать, отправить подальше. А у Жукова, вот, по вашему ощущению, были политические какие-то амбиции? Да, видел ли он себя русским Эйзенхауэром? Нет, у него политических амбиций, по моим наблюдениям, не было. Это был именно человек, очень глубоко погруженный в войну. И его даже, опять же, спрашивали о том, что «а вы не боялись, вот вы любили передовые командные посты?» Тем не менее, политические поручения он выполнял. Нет, опять же, политические поручения... Это уже после войны, да? Понятно, что он на посту там, министра обороны, например. Он вынужден был это делать. Одного из руководителей Германии оккупированной. Да, но тем не менее, он был в первую очередь солдатом, и характерным примером, то вы говорили, вы любили передовые командные пункты. Вы не боялись за свою жизнь? Он сказал, когда увлекаешься руководством, об этом не думаешь. Вот человек увлекался руководством войсками. Это было его стихи. Он это очень хорошо шурупил. У нас остается не так много времени. Алексей, давайте я вас спрошу про Тотский полигон. Все-таки важная история. Вот вы уже упомянули в начале программы, что нужно было испытать ядерное оружие на людях. Решение принимал Жуков и организовывал эту историю Жуков. Вот как с позиции сегодняшнего дня, там, по-моему, около 40 тысяч, да? Значит, вот расскажите про эту историю. Да, сам Жуков понимал, что он ставит людей под такой удар? Сам Жуков прекрасно понимал, что такое, так сказать, эффект от ядерного оружия, и были приняты драконовские меры безопасности. Есть сейчас выложены документы, опубликованы о том, что были драконовские меры безопасности, и реально войска пошли вперед, когда было уже безопасно. А когда произошел взрыв, причем взрыв был воздушный. Я как выпускник МИФИ вам скажу, что вот взрыв воздушный... Он тоже был воздушный. Да. Так вот, вот те, над которыми взрывается эта бомба, как в Хиросиме, для них это опасно. В случае с Тотским полигоном это взрывалось над полигонным полем, а войска сидели в блиндажах и в окопах в стороне. Но их прогоняли потом по полю. Вот в том-то и дело, что когда взрыв воздушный, радиация опасная, она быстро уходит. И уже через час-два в соответствующих защитных комплектах и в бронетехнике можно абсолютно безопасно ехать под тем местом, над которым взорвалась бомба. И эти учения показали, что применение атомной бомбы для того, кто ее применяет, оно очень безопасно. Это отличное оружие. Бахнуло. Те, кто под ним оказались, попали под излучение и, как говорится, умерли в муках. А потом по вот этому, так сказать, полю выжженному можно идти, да, в противогазах, там, в комплектах, но... Солдаты погибло все. Нисколько. Ну ладно. Нисколько. Слушай, насколько получили лучевую болезнь? Тоже нисколько? Скажем так, я выступал в передаче, в том числе по Тотску, и позвонил человек, который был в передовом разведывательном отряде. И он дожил до 80 лет. Ему мы задали с ведущим. Он говорит, что драконовские меры безопасности показали, что это весьма безопасно. Увы, у нас уже больше нет времени. Спасибо за ваш рассказ.